Здравствуйте, мои дорогие зрители, здравствуйте, мои дорогие подписчики, приветствую вас на своем канале. Мой канал посвящен предсказаниям, гаданиям, раскладам на картах Таро. Кто еще не подписан, кто первый раз заглянул на мой канал, добро пожаловать, пожалуйста, подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Моих регулярных подписчиков, моих дорогих зрителей еще раз приветствую. Очень вам рада. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за ваши теплые комментарии, сообщения, которые вы пишете. Тем, кто пишет мне на электронную почту отдельно, тоже вам большое спасибо. Очень важна ваша поддержка. Спасибо большое, что поддерживаете меня на каждом этапе съемок, на каждом этапе публикаций, да, в развитии моего канала, моей деятельности. Сегодня тема нашего расклада будет такая. Что он думает о вас сегодня? Настраивайтесь, пожалуйста, на вашего мужчину, посмотрим его мысли, именно о вас мысли, да, что он думает, настраивайтесь на его энергетику, представляйте его глаза, да, представляйте его рядом, чтобы лучше настроиться. Расклад, как всегда, будет общий, конкретно вашу ситуацию я не знаю, карты я читаю в общем, поэтому, да, но расклады у меня на канале работают так, что каждый, кто смотрит, услышит именно то, что касается конкретно его в момент просмотра. Вот когда вы нашли это видео, открыли, стали смотреть, да, если даже повторно стали смотреть, то вот проверьте, пожалуйста, будет вами услышана именно та информация, которая вам важна в момент, конкретно в тот момент, конкретно в момент просмотра. Итак, что он думает о вас сегодня? Давайте смотреть мужчину. Ох, вот ваш мужчина, король пентаклей, да, мужчина, который думает о заработке. Мужчина, который думает о деньгах. Может быть, мужчина за последнее время стал серьезнее у многих, да, из такого только романтика превратился в более приземленного мужчину, который просчитывает, который думает, который понимает, что нужны средства на реализацию каких-то проектов, да. Также здесь может быть мужчина, который не готов терять ничего своего ценного. Вот вы, эта ценность, которая есть, либо была у него в руках, отказываться он от этого, ценности этой не готов. Также здесь может проигрываться мужчина земной стихии по основному знаку, либо по асценденту, да. Приземленный, серьезный, просчитывающий, хозяйственный. Такой здесь тоже может быть. Еще мужчина сейчас. Умеренность ваш мужчина. У тех, кто знает, мужчина сейчас может находиться в депрессии, может находиться в привязках каких-то, да, то есть в привычках вредных обострились, может быть, они, да, где он буквально с рюмочкой или еще у кого что, да, либо просто мужчина бездействует, никакого развития сейчас нет. Он, знаете, как обдумывает, переливает из пустое в порожнее, вот так у вас, да, извините, может быть, как-то сравнение не очень, да, но все одно и то же, никуда ничего не двигается, никуда ничего не развивается, но вот это его сейчас положение, его состояние сейчас энергетики, да, когда не готов не действовать, не принимать какие-то серьезные решения, уже все сделал, уже все, да, наломал дров, если возможно, и сейчас сидит в депрессии, либо там в запое, либо еще в чем-то у многих, да, либо просто там обдумывает и бездействует. Почему? Потому что, может быть, его действия очень принесли какие-то серьезные последствия.
да, то есть, может быть, он сделал больно, очень больно. У многих здесь, может быть, даже отношения были прерваны, разрушены, расстались, на расстоянии находитесь. И виной этому всему был мужчина, то есть не вы. Да, приняли это решение, он как-то повел себя неправильно, либо наоборот, здесь, может быть, не повел себя так, как должен был, бездействовал. Ну и вот получилось, что получилось. Теперь он, не сказать, что он в хорошем состоянии, ваш мужчина. Ну вот, посмотрите, тут еще и туз мечей. Он все и разрушил, может быть, он на все повлиял. Вот, у кого, смотрите, у кого здесь никаких там расставаний, никаких конфликтов не было, да, то здесь какая-то ситуация, где мужчина злится, недоволен, потому что что-то пошло не так. То есть вот было какое-то бездействие, не вовремя, да, были какие-то решения приняты или действия, и вот повлекло это не совсем хороший результат, он злится, он переживает, он нестабилен, но при этом это достаточно сильно повлияло на его внутреннее состояние, то есть я вам сказала, он замкнулся, он в депрессии, он взвешивает, обдумывает. Так, ну вот давайте смотреть его мысли. А думает ли он о вас? Давайте зададим такой вопрос. А думает ли он о вас? Да, он о вас думает. Карта влюбленные. Он о вас думает, он о вас не забыл. Ваши отношения, вы знаете, очень у многих здесь отношения не просто, не какие-то там, да, простые отношения, сложные. У многих здесь кармические отношения, карма, ну да. Кто-то мне, знаете, написал в комментарии, что опять карма, опять вы об одном и том же. Ну, послушайте, люди, которые занимаются эзотерикой, ну а как мы должны это назвать? Ну, как я вот вам должна? Ну, по судьбе, ну, карма, я не знаю, как еще охарактеризовать, да, вот такие отношения. У кого-то, только у тех, кто это знает, здесь замешан любовный треугольник. И дело вот, ну, как бы осложняется вот этим. Возможно, здесь и разрушено все было, да, как-то пошло все не так из-за этого, потому что, ну, выбор постоянный, ревность может быть постоянная с чьей-то стороны, да, упреки и так далее. Но о вас он думает. Вопрос у нас звучал, думает ли он о вас? Думает. Постоянно думает. Не забыл. Отношения очень для него, эти отношения очень значимые. Он вас не забыл. Он бы хотел очень развивать отношения. Вы видите, тройка жезлов. То есть думает о вас, думает и хочет развивать отношения. Единственное, что здесь, вот понимаете, опять 3. То есть у кого любовный треугольник здесь, то, и вы об этом знаете, да, то ну, как бы он понимает, может быть, что пока вот эти отношения могут существовать только в любовном треугольнике, скажем так. Вот. Что еще? Думает ли он о вас? Ну и 4 кубков, вы посмотрите, сейчас отношения, да, вот больше как бы такие, как есть, стабильные отношения, но у кого любовный треугольник, устали от ситуации, оба устали, и он устал, и вы устали, и, как знаете, нету выхода, нет решения, нету разрешения. У кого не любовный треугольник, а просто вот такие серьезные отношения с испытаниями, с кармой, да, когда вроде и вместе прекрасно, но не получается, и врозь невозможно. Да, какое-то необъяснимое притяжение друг к другу, когда вы чувствуете каждой клеткой своего тела, своего партнера, и он вас, когда даже мысли передаются, да, как на расстоянии, когда, ну, вы не можете контролировать эти процессы. Вот так.
эти отношения проявляются, да, вот такие процессы происходят, и вместе вы как будто вы знали друг друга уже давно, как будто вы знакомы не просто всю жизнь, а как будто вы всегда были вместе, всегда знали друг друга, и все знакомо, и все родное. Так вот эти отношения проявляются. Назовите их как хотите. Я буду называть их кармическими отношениями, так как мне привычно. Да. Думает он о вас, думает постоянно, грустит, скучает он о вас, если вы не вместе. Вместе тогда... Да, здесь хочет развивать, думает о том, чтобы оформить ваши отношения, что они серьезные, что ничего не хочется в чувствах, все стабильно, все устраивает. Хочется без всяких всплесков, возможно, да, то есть чтобы все было ровно, стабильно, развивать эти отношения между вами, ваши совместные отношения, даже, может быть, типа свадьба здесь планируется у вас. Перевернулась карта «Мир». Посмотрите, у тех, кто в ссоре, мужчина хочет помириться. Мужчина хочет помириться. Если вы на расстоянии находитесь, мужчина думает, мечтает и очень хочет, чтобы это отношение, чтобы это расстояние сократилось, чтобы вы были вместе, чтобы вы были единым целым, потому что чувствует он то же самое. Да, то есть кто на расстоянии, здесь мужчина хочет быть рядом, очень хочет быть рядом с вами. Так, его мысли. Прекрасно. Хорошо. Давайте посмотрим так. А вот почему же тогда, если он хочет быть с вами, все хорошо, да, почему вот вы сейчас между вами та ситуация, в которой вы находитесь? Я задам вопрос так. У каждого своя ситуация, вы ее знаете. Если можете, напишите мне, пожалуйста, хотя бы вкратце, опишите вашу ситуацию, в которой вы находитесь в отношении с мужчиной, на кого вы смотрите. Да, это мне вот важно в работе очень, чтобы более точно потом в дальнейшем читать карты. Давайте посмотрим. Итак, почему же, если вот отношения, он тоже понимает, что они серьезные, если он хочет развивать, менять, да, то есть все стабильно и мириться хочет, и быть вместе он хочет, почему же вы сейчас в такой ситуации? Страсть, вы знаете, очень сильная страсть кипит здесь. Страсти прям бушует, вас влечет, его влечет. Он не может ничего со своей страстью сделать, он хочет обладать, и только чтобы он обладал вами, да, быть вот в таких отношениях. Очень много у него планов здесь, очень много мечтал, строил планы какие-то, может быть, не говорил об этих планах и считает, что... Посчитал, скажем так, не считает сейчас, посчитал, что, возможно, с вами эти планы неосуществимы. Я не знаю, по каким причинам, да. Напишите, посмотрите, почему. Потому что, вот тут вы многие уже были вместе, то есть ваши отношения не только начались у многих здесь, да, то есть вы, вам уже есть что вспомнить здесь. Чувства уже не первый день, как возникли, вы были уже, то есть отношения уже какое-то время есть у вас. Почему? Может быть, просто, знаете, как достаточно долго вы вместе уже, кто-то привык, кто-то видит, что то, о чем он мечтал, вот не воплощается в реальность, развития такого, да, вот нету, мечты не исполняются, вот понимаете, не исполнились у него мечты, возможно, такое. И здесь посмотрите, что... Почему не случилось? Тут либо вы, женщина, в которую нужно вкладываться, которая требует, не требует, а которая как бы вот понимает, что она не будет ухудшать условия своей жизни, свое положение, да, то есть нужны какие-то финансы, нужны средства, нужна какая-то база, да, нужны действия мужчины, ответственность, чтобы он взял. Также, что вы понимаете свою ценность, да,
понимаете? Здесь, может быть, вы более обеспеченная, чем он. Такое тоже может быть. Ну, вот смотрите, он у нас вышел, да, король Пентаклей, вы королева Пентаклей. То есть примерно одинаковая энергетика-то у вас сейчас, да. То есть думаете вы именно об этих вещах, таких серьезных, жизненных. Как жить, где жить, работать, где, как, да, на что жить, как растить детей. Такие вот, да, то есть и ухудшить свое состояние вы тоже не хотите. Поэтому, ну-ка, давайте я тут дотяну, что еще, почему еще здесь. Здесь что-то скрыто, понимаете, верховная жрица, может быть, у кого-то здесь что-то, какая-то тайна, да, кто-то что-то скрывает, может быть, у кого-то есть тайная женщина, и у мужчины, да, и это скрывалось, да, не говорилось. Либо, может быть, она и не тайная, но которая присутствовала в ваших отношениях. Это может быть также, кстати, не обязательно женщина, его, ну, его любовница, его женщина, с которой были отношения, это может быть и мать, может быть, и сестра его, которая присутствовала и которая, ну, вносила свой вклад, скажем так, в его видение, в его отношения. Возможно, даже вы не знали, что это происходит. Либо здесь также может быть, что вы здесь охладели. Мужчина почему-то почувствовал, что вы охладели к нему. Его страсть, она не остыла, но он почему-то подумал, что вы думаете о каких-то отношениях из прошлого или о более отношениях, которые были более длительные до него, да, о каких-то, и что вы вот там, в тех отношениях, либо хотите вернуться к тем отношениям, и поэтому вы более холодные стали к нему. Такое тоже может быть здесь. Смотрите, что у вас за ситуация, пишите, пожалуйста, какая у вас ситуация, кто у вас, что у вас в вашей ситуации, какие отношения. Давайте смотреть, какой он вот видит вас сейчас. Какой он вас видит сейчас? Солнце. Какой он видит вас сейчас? Прекрасной, яркой, теплой, влекущей его женщиной, наполненной энергией, яркой энергией, светлой энергией. Для него в вас нету ничего темного, вот именно энергетически. Вы влечете его, ему хорошо и с вами, вы прекрасны, он хочет быть с вами, он стремится, вы притягательны, да, как солнце, оно теплое, ласковое, солнышко для нас, да, яркое, но где-то может и обжечь, то есть здесь энергетика у вас очень мощная, он видит вас как сильную, яркую женщину, сияющую женщину, да, женщину, которая светится, которая влечет его, которая может быть его парой, стабильной парой, его семьей, его женщиной, да, является или может быть, какой он вас видит. Очень прекрасный он вас видит. Тут очень мощный старший аркан, солнце выходит. То есть вы, и также он понимает, что по духовному уровню вы выше, чем он. Какой он вас видит? Женщиной, которая готова делать выбор, да, которая знает, как сделать этот выбор, которая, он понимает, что выбор, может быть, вами будет сделан уже, да, легко и просто. Судьба. Женщины по судьбе он вас видит. Женщины серьезные он вас видит. Вы видите здесь встреча, с которой не была случайной нисколько. Старший аркан очень мощный. Но также женщина, которая очень много перенесла, которая много страдала уже. Может быть, наш, видите, голос у меня сипнет, извините. Подключка такая идет, который он много уже причинил боли, да, то есть вы, может быть, уже устали от этого, устали от постоянных выяснений, от постоянных буду, не буду, хочу, не хочу, от постоянных ожиданий чего-то, когда мужчина бездействует. Может быть, также вы ранены прошлыми отношениями, да, то есть если с этим мужчиной это новые отношения у вас, то вы уже пришли, ну, очень
после очень болезненных отношений, которые принесли много боли, много страданий. Да, так вот он вас видит. Но очень яркой, судьбоносной женщиной. Женщина, которая пришла в его жизнь, чтобы он выбрал правильный путь. Да, может быть, та, которая должна направить его на правильный путь. Так вот он видит. Очень, вы знаете, мощно видит он вас, очень серьезные. Вот услышьте меня, да, да, смогла, не знаю, донести я сейчас эту мысль, не смогла до вас. То есть насколько высоко он вас воспринимает, то есть вы более развиты духовно, более на высшем уровне для него. Многому, может быть, учится он даже у вас, хотя тут не важно, может быть, мужчина и старше вас, да, тут не говорится о том, что он там неопытнее, моложе. Нет, вы просто более глубокая здесь, более зрелая внутри, более понимающая вот эти вот судьбоносные, жизненные вопросы. Вот здесь так. Давайте, знаете, что спросим. А думает ли он что-то менять? Тройка кубков. Ну, у кого любовный треугольник, девочки, менять он пока любовный треугольник не думает. Если с вашей стороны, да, третья сторона, то здесь он бы очень хотел это изменить, но, возможно, пока думает, что это невозможно, что отношения возможны только вот в таком формате, да, либо пока думает, что это все его устраивает, но хочет иметь любовные отношения с вами при этом. Десятка кубков. Что хочет менять? Хочет, чтобы вы были вместе. Хочет, чтобы было счастье, чтобы было комфортно по чувствам быть друг с другом. Думает о семье. Хотел бы с вами иметь семью. Что он хочет менять? Правосудие. Законно менять что-то, да? Оформлять брак хотел бы. Хотел бы иметь официальные отношения с вами. Честные отношения. Открытые отношения, у кого они тайные, да? Это все вот он хотел бы изменить. Звезда. Но пока что почему-то думает, что это невозможно. Вы далеко, к вам надо стремиться, вы влечете, от вас невозможно отказаться, да, как от мечты, как от чего-то, что влечет, что, но при этом здесь может быть расстояние, может быть какие-то непреодолимые препятствия. Пишите у кого что. Да, вот это. Но хотел бы это изменить. Думает об этом, думает. Он четко знает, что бы он хотел поменять, что его не устраивает. И, в принципе, давайте посмотрим, а что он думает о будущем с вами? Вот, наверное, вот это будет вопрос интересный. Что он думает? Королева жезлов, что здесь все зависит, ну, даже, может быть, не все, многое зависит от вас. Будущее, что вы навсегда останетесь яркой, влекущей, прекрасной, страстной женщиной для него. Наверное, одной из самых важных женщин в его жизни, да, самой яркой женщиной в его жизни. Он не перестанет испытывать к вам влечение, он не перестанет восхищаться вами, даже если он не говорит об этом. И он будет стремиться к вам, рыцарь жезлов, вы видите? Он будет стремиться к вам. Что он думает о будущем? Что он хочет быть с вами. Здесь вы королева жезлов, он рыцарь жезлов. Мужчина, который испытывает к вам страсть, что вы пара будущее, что вы пара, но здесь как бы вы ведущая в этих отношениях, да, получается, что от вашего решения, от вашего действия многое зависит. Посмотрите, у вас даже жезлы одинаковые, да, вы держите их в руках, с цветами, со счастьем, с радостью, страсть взаимная. Он понимает, что вы тоже его не сможете забыть, и что он тоже очень важный мужчина в вашей жизни. Да, но
Что он думает еще о будущем с вами. Но вы видите, что здесь не все так просто. Девятка, извините, мечей, что пока вы не можете быть вместе, у кого-то, да, кто не вместе. Кто вместе, что, но тут нужно не причинять друг другу боль. Такое здесь тоже может быть. Да, что вот ваша страсть привела к вот каким-то болезненным ситуациям, которые причинили боль, может быть, двоим. Да, либо, может быть, он вас обидел, тут тоже чем-то наговорил много, больно сделал. Потому что хотел быть с вами, на самом деле-то. Потому что хотел быть с вами, просто не умеет, может быть, по-другому. И посмотрите, что он думает о будущем с вами. Вы императрица. Вы самая прекрасная женщина для него в данный момент, что он думает о будущем с вами. Он думает, что хочет быть с вами, хочет, чтобы вы были его женщиной, его женой, его парой, его спутницей жизни, матерью его детей. Да, быть с ним. Почему? Потому что вы прекрасная. Вы та женщина, которая может обеспечить мужчине все, о чем он мечтает. То есть тепло, уют, дом, очаг, семью, детей, да, продолжение рода. Вот что он думает о будущем с вами. Вы посмотрите, у вас звезды здесь на голове. Вы прекраснейшая женщина, влекущая. Та женщина, которая может построить империю, поддержать эту империю, развивать ее, направлять своего мужчину, да, быть спутницей, поддержкой, быть просто любимой. Любить и быть любимой. Это прекрасно, очень прекрасный расклад у нас получился. Я не буду больше тянуть его мысли. Наверное, вот давайте я дотяну одну такую карту совета для вас. Вот, зная его мысли, давайте посмотрим. Совет для вас. Что посоветуют вам высшие силы в этом раскладе, в этой ситуации? Королева мечей. Стойте на своем. Не отказывайтесь от того, что важно для вас в этих отношениях, от того, как вы хотите, чтобы строились отношения. Не сдавайте свои позиции. Вы сильная женщина, которая может всего достичь. Если вы его законная супруга, так и действуйте. Вы жена, вы супруга. Все остальное неважно. Здесь тем, кто просто в отношениях, не надо отказываться от своих принципов. Не нужно сбавлять, да, и как-то снижать свою планку. Здесь об этом. То, чего вы хотите, к тому и нужно стремиться. В отношениях, в жизни, да, в отношениях с этим мужчиной, в том, что и как вы хотите. Здесь так, но при этом контролируйте свою ревность. Здесь тоже может быть это. И посмотрите, еще карта Верховный Жрец. Не поступайте своими принципами, своими духовными принципами. Не переступайте через себя. Вы на правильном пути. И впереди у вас, вы знаете, будет еще большее духовное развитие. У многих эти отношения даны именно для этого, чтобы раскрыть ваш потенциал, пробудить вашу душу. Вот сейчас вы на правильном пути и действуете на правильном пути, вы правильно действуете. Все будет хорошо, высшие силы вас поддерживают. Вот такой расклад у нас получился. На самом деле очень интересный, очень мощный, очень яркий. Вы знаете, я даже сама получила искреннее удовольствие от этого расклада. Я вам желаю огромного счастья и большой любви. Пожалуйста, пишите, как проигрываются у вас мои расклады. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.